Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом уже приближаемся к землянке. Сегодня долго шли по причине моей больной ноги. Ну вот уже подхожу к месту, где я обычно ставлю фотоловушку. Здесь пересечение звериных тропинок. И часто получаются интересные кадры. Только что видел, бежал какой-то зверек. Я даже не знаю, ну похоже какой-то, не знаю, как сурок или не как большая белка, что ли. Вот, симпатичный такой. И так не по деревьям, просто по земле бежал. Карлос его унюхал, побежал следом. Сегодня взял с собой еще одну электрическую пилу. Хочу сравнить, проверить, какая из двух будет резать лучше. Ну, естественно, буду пользоваться той, которая более производительна. А вот еще одно хорошее бревнышко недалеко от землянки. Тоже пойдет в дело. Вот мы, собственно, уже и прибыли. Оставшиеся бревнышки. Ой. В прошлый раз, когда уходил, собрал вещи и поставил удочку прямо возле входа, чтобы не забыть ее. Ну и, естественно, так она здесь и осталась. Но вот пришел, она на месте. Никто не тронул. Либо никого не было, а если кто и был, то нормальный, добропорядочный человек. Пошли на речку. Давай, 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 давай. Карлос, ищи грибы. На рыбалку пойдем. Кто там, Карлос? Карлос? Что ты там увидел? Думаю, колотая ракушка и мелкий камень будет хорошим связующим для глины при постройке глиночурки. Немного отдохнем и пойду раскладывать вещи. Иди, дай клещей поубираю сюда. Уже наползли. Все. Так, все, отдохнули, пойдем.
Ну что ж, вот две пилы. На это я поменял цепь и перевернул шину. На второй пиле цепь свежая, буквально я совсем чуть-чуть ей попилил. В общем, ставлю одинаковые аккумуляторы и буду пробовать резать. Куда ты пошел? Карл. Давай обгоняй. Сейчас начну пилить бревна по очереди. Одной пилой, потом второй. И которая пила продержится дольше, та, соответственно, и лучше режет. Первая пила однозначно хорошо режет, но иногда почему-то уходит в защиту. Видимо, потому что обороты там побольше на болгарке, но крутящего момента поменьше. А и с этой пилой у меня незадача. Попробовал резать, а цепь я, оказывается, неправильно поставил. Зубами в другую сторону. Пойду переставлять. Цепь перевернул, дубль 2. Ну что, с двумя пилами дело пошло повеселее. Аккумуляторы не перегреваются, в защиту не уходят. Бревна заканчиваются, скоро нужно за новыми идти. По ощущениям, однозначно пила, которая на болгарке, режет лучше. Пил у нее чуть шире. Получается, ну как будто бы, как это называют, когда развод на пиле как будто лучше. Хотя, ну, цепи-то одинаковые. Вот. А та, которая плохо пилила, ну, конечно, стала лучше резать, потому что новая цепь. Но по факту хуже, чем вот эта, которая на болгарке. Карлосу что-то приснилось, он проснулся, подскочил, побежал наверх туда, на склон. Может, что-то унюхал. Наверное, все-таки не удастся довести этот эксперимент до конца. Одна пила стала совсем плохо пилить. Зажимает, как и раньше, хотя цепь полностью новая. Дома попробую поменять шину на новую. И тогда еще разок дам ей шанс реабилитироваться.
Ну что, вот только лишь сейчас разрядился первый аккумулятор. Бревен почти не осталось. Вот такая внизу кучка чурок. Я считаю, неплохой результат для одного аккумулятора. Явно лучше режет эта пила. Сейчас заменю аккумулятор. Схожу за новыми бревнами. И потом буду готовить обед. Уже пора бы и перекусить. Сюда шел, вроде так много было бревен, а когда отсюда выходишь, не сразу и найдешь. А вот он. Так-то вроде и кривое дерево никуда не пойдет на стройматериалы. А вот для глиночурки вполне подойдет. Ну что, наверное, я буду понемногу относить, потому что опять могу позабывать, где я их понарезал. И потом шастать искать эти бревнышки. Еще не все бревна притянул, осталось еще штук 5 уже отрезанных. Ну посмотрю, может после обеда, а может в следующий раз. Разболелась нога, неохота хромать там, ковылять. Лучше уж я после обеда эти дорежу, а в следующий раз схожу, притащу остальные.
Я последнее время на бурячок сильно налягаю. Говорят, полезный для сердца. Пару штук таких, а то и 3 штуки в день. Каждый день съедаю. Ну что, обед готов. Всех, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. Все, перекусили. Посижу немного. Посмотрю на водоем. Убери свою хату. Купаться пойдешь сейчас. Купаться пойдешь? Пошли купаться. Иди, ручная собачка. Беги, нечего было валяться во всякой гадости. Тебя пхнет так, что... Угу. Все, иди гуляй. Залазь. Иди, иди сюда. А ну стой, 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 стой. И это только второй аккумулятор. Единственная проблема на этой пиле — цепь. То сама натягивается, то сама послабляется. И вообще не могу понять, из-за чего это происходит.
Остался последний аккумулятор. И то, который стоял на той пиле. Я им уже немного пилил. Поэтому не так много энергии в нем осталось. Но напилил много, мне нравится. Эта пила, конечно, хорошо пилит. Там большая кучка этих бревнышек. Здесь тоже этих чурок уже прилично. Можно сказать, целый день пилю вот этими 4 аккумуляторами. Практически целый день. Уже дело к вечеру идет. Не понимаю, почему так натяжка цепи гуляет. Сейчас прямо выскочила из шины. Первый раз у меня такое. Я думаю, что это довольно опасно. Если бы она полностью выскочила, могла бы и полететь куда-нибудь. Ну все, задачу выполнил. Последний аккумулятор высадил. Сейчас эти бревнышки поскладываю, сколько влезет под навес. Здесь такая приличная кучка, наверху такая же примерно. В общем, я доволен, в принципе, производительность хорошая. Теперь нужно брать с собой лопату и чередовать работу. Немного обкапывать землянку, немного пилить. Также не забывать про рыбалку. И грибы, надеюсь, пойдут. Смотрю, что небо хмурится. Только что такой ветерок был, надувало, думал, сейчас ливень влупит. Не очень бы хотелось попасть в дождь, потому что уже часа 3 светового дня осталось. Ночевать я сегодня тоже не планирую. Буду идти домой. Не хотелось бы в дождь попасть в дороге. Ладно, буду складывать, пока еще есть время и дождя нет. Дождик все-таки начинается. Буду быстро собираться и выходить в сторону дома. Что, Колсунчик, не хочется под дождь? Дождик влупил. Но идти нужно. Мне сегодня необходимо быть дома. Вот. А скоро будет темнеть, поэтому нужно выходить в дождь. Давай, Карлос, собираться. Все, погнали. Идем, идем. Удочку не забыть. Удочку не забыть второй раз. Друзья, буду прятать камеру, потому что она не водопроницаемая. Ой. Ой, блин, зацепился.
Косули кричат впереди. Карлос, беги. Дождик лупасит. Все, буду с вами прощаться. До встречи в следующих видео. Всем здоровья, мира и добра. Пока-пока.